Она создавалась не для красоты, не для туристов и не для снимков с дронов. Великая китайская стена рождена из одной лишь вещи – страха. Стоя перед этими камнями, невозможно не задаться вопросом, что толкает империю на создание тысячекилометровой преграды, сколько жизней готовы сжечь, чтобы отгородиться от врага. Может ли стена действительно остановить вторжение, или она лишь шрам чего-то куда более масштабного? Мы зовем ее Великой Китайской стеной, но это имя не раскрывает всего. Оно не говорит о руках, воздвигших ее, о телах, не вернувшихся домой, о ледяных ночах, вторжениях, пожарах, о правителях, боящихся тьмы и врагов, скрывающихся за горизонтом. Прежде чем стать туристической достопримечательностью, до фотографий и организованных поездок эта стена была границей двух миров. С одной стороны – поля, города, дороги, деревни, где жизнь текла размеренно. С другой – пустота, бескрайние степи, стремительные как буря всадники, народы, способные возникать и исчезать в никуда, оставляя лишь дым и ужас. Веками на севере Китая угроза оставалась прежней. Внезапные набеги, сожженные деревни, украденные урожаи. Менялись императоры, рушились и возрождались династии, но страх увидеть внезапно появляющееся море коней и копий оставался, словно незабываемый кошмар. Изначально ответ был не в одной стене, а во множестве, более мелких, хрупких. Стены из утрамбованной земли, одинокие форты, быстро возведенные и также быстро разрушенные деревянные чистоколы. Каждое поколение добавляло свой участок, каждый правитель строил свою часть, уверенный, что именно он навсегда остановит врага. Но никому это по-настоящему не удавалось. Затем наступила эпоха, когда страх обрел форму проекта. К власти пришел человек с одной навязчивой идеей – объединить все – законы, дороги, веса, меры и даже стены. Император, которого история помнит как первого воссевшего на трон, именуемый Китаем, посмотрел на север и увидел лишь одно – слабо защищенную, прорезанную дырами границу. И он решил, что эти дыры должны исчезнуть. С этого момента стена перестала быть разрозненным нагромождением преград и начала превращаться в единое существо – линию, которой предстояло пересечь горы, пустыни, реки, долины. Уже не изолированные стены, а единое тело из камня, кирпича и сторожевых башен. Змей, рождение которого потребовало жертв миллионов. Первые отряды прибыли на горные хребты. Там не было ничего, ни дорог, ни домов, лишь скалы, снег зимой, невыносимая жара летом. Приказы были ясны – здесь вырастет стена. Здесь будут проходить солдаты, дымовые сигналы, срочные послания. Здесь, где сегодня пустота, кому-то придется рисковать жизнью, чтобы заполнить эту пустоту. Мужчин набирали из крестьян, никогда не покидавших родных деревень, пленных, солдат, ремесленников. Их гнали на север, как людской поток. Никто из них не знал, вернется ли домой. Многие не вернулись. Для тех, кто правил, стена была не просто стеной, а посланием. Это был способ заявить всему миру и собственному народу, что границу Китая нельзя трогать, что империя может гнуться, но не ломаться. Чего они тогда не могли представить, так это то, что через века миллионы людей будут ходить по этим камням, делать снимки и снимать видео, рассказывая эту историю с легкостью, не зная, что под каждым шагом может лежать имя, так и не увековеченное нигде. Наше путешествие начинается именно отсюда, не с идеальной открытки стены на закате, а с очень конкретного вопроса. Какова цена безопасности империи в жизнях и страхе? Строительство Великой Стены началось на горных вершинах, в местах, где раньше не было ничего, кроме скал и крутых склонов. Никакой техники, кранов или дорог. Каменные блоки тащили вручную, толкали по склонам, взваливали на плечи в корзинах. Ряды людей передавали вес спина к спине, словно живая цепь. Упавший ранился, поднимался, продолжал работать. Останавливаться было нельзя, это означало быть замененным и забытым. Днем работа представляла собой непрерывный шум. Молотки, удары по камню, выкрики приказов, тяжелые шаги тех, кто переносил материалы. Ночью тишина вновь окутывала все, нарушаемая лишь треском костров. Кто-то думал о семьях, оставленных в южных деревнях. Другие пристально вглядывались на север, опасаясь прибытия степных всадников.
Рабочая сила прибывала отовсюду. Реквизированные крестьяне, осужденные заключенные, солдаты, ремесленники. Официальное объяснение было простым – строительство стены для защиты империи. Но за этим крылось нечто большее. Стена такого масштаба служила не только для отражения врагов, но и для контроля над теми, кто внутри. Она регулировала проходы, товары, передвижение людей. Это было постоянное напоминание о силе трона. Если император может подчинить себе горы, он может подчинить и волю тех, кто живет на них. Чем больше росла стена, тем яснее становилась и ее уязвимость. Стена может быть высокой, длинной, внушительной, но она никогда не будет выше страха тех, кто ее пожелал. Набеги с севера не прекращались только потому, что стена существовала. Всадники находили пути, пользовались менее защищенными участками, подкупали командиров, использовали зиму для пересечения замерзших рек. Стена замедляла, препятствовала, осложняла жизнь захватчикам, но не была идеальным щитом. Вдоль ее трассы регулярно располагались сторожевые башни. Каждая башня была небольшой, изолированной гарнизоном. Там жили солдаты, месяцами или годами вдали от всего, спали на жестких нарах, ели простую рисовую кашу, переносили холод и одиночество. Их задачей было наблюдать за небом, чтобы понять, поможет или помешает погода возможному нападению. Наблюдать за равнинами, чтобы уловить первый признак пыли, поднятой далекими конями. Наблюдать за дымом, чтобы прочитать сигналы, идущие от других башен. Стена была не просто камнем, она была еще и коммуникационной сетью. На стратегических точках готовились факелы и горючие материалы. Внезапно зажженный огонь мог означать обнаружение опасности. 2 огня – более серьезная опасность. 3 – чрезвычайную угрозу. За считанные минуты сообщение могло преодолеть десятки или сотни километров. Весть о нападении таким образом распространялась быстрее любого коня. Линия огней во тьме соединяла горы и долины, позволяя империи реагировать прежде, чем враг действительно достигнет городов. С течением веков династии сменяли друг друга. Некоторые участки стены приходили в упадок и разрушались. Другие укреплялись, расширялись, перестраивались с использованием лучших технологий. Каждая эпоха добавляла свой уровень. Новые башни, новые материалы, новые маршруты по хребтам. В определенные периоды это был даже парадокс. Китай управлялся династиями, происходившими от тех самых степных народов, от которых должна была защищать стена. Стена, созданная для их изгнания, в итоге защищала и их власть. Позднее, с приходом новых династий, решивших восстановить контроль, стена была переосмыслена. Это были уже не просто утрамбованная земля или грубый камень. Использовался обожженный кирпич, проектировались дренажные системы для дождя, внутренние лестницы для быстрого перемещения войск, позиции, приспособленные даже для огнестрельного оружия и пушек. На некоторых участках стена превратилась в настоящий укрепленный коридор, следуя рельефу гор, словно их естественное продолжение. Сверху стена спускалась и поднималась, изгибалась и вновь проявлялась между холмами и туманом. У ее подножия – поля, деревни, рынки. Дальше на севере – горизонт степей. Для населения, живущего вблизи границы, стена была одновременно защитой, трудом и тайной. Это была линия, за которой представлялся иной мир, населенный народами, считавшимися опасными, но также необходимыми для торговли и обмена. Со временем родилось убеждение, сохраняющееся и по сей день. Стена была буквально построена на костях тех, кто ее создавал. Это не является абсолютной истиной для каждого участка, но хорошо описывает восприятие китайцами ее человеческой цены. Для многих эта стена состоит не только из камня, но и из жизней. Те, кто сейчас ходит по ней, часто не думают обо всем этом, но каждый блок рассказывает о сумме усилий, приказов, страхов, жертв, политических решений и сломанных судеб. Веками Великая Стена была прежде всего границей труда и войны. Затем мир начал воспринимать ее как символ. Исследователи, путешественники, фотографы, фильмы, документальные ленты – все способствовало превращению ее в легенду. И вместе с легендой родилась повсеместно повторяемая фраза
Великая стена — единственное творение человека, видимое из космоса невооруженным глазом. Звучит великолепно. Жаль, что это не так. С орбиты Земли, без приборов, стена выглядит томкой, теряется среди гор, дорог, рек, полей. Это не светящаяся линия, пересекающая Азию, а едва различимый шрам в ландшафте. Но именно на Земле ее сила ощущается по-настоящему. Сегодня в некоторых местах она переполнена туристами. Гиды с флажками, школьные экскурсии, пары, останавливающиеся для фотографий, люди, задыхаясь, поднимающиеся по крутым ступеням, чтобы сказать «я тоже здесь был». На других участках, вдали от отреставрированных маршрутов, стена почти исчезла. Рухнувшие камни, полуоткрытые башни, трава, отвоевывающая свое. Для тех, кто ее строил, это был труд, приказы, зима, страх перед всадниками за горизонтом. Для нас сегодня это простой вопрос: как им удалось все это возвести? Великая стена не остановила всех войн, не предотвратила всех вторжений, но она пережила правителей, которые ее желали, армии, которые ее пересекали, народы, которые ее боялись. Если вы увидите ее однажды вживую, попробуйте сделать простую вещь. Остановитесь на мгновение, перестаньте смотреть в телефон и поднимите взгляд. Эта стена, теряющаяся среди холмов, это сумма страхов, амбиций, жертв и труда миллионов людей, чьи имена мы никогда не узнаем. Если эта история помогла вам взглянуть на Великую Стену по-новому, подписывайтесь, чтобы в следующее путешествие отправиться вместе. Благодарю за просмотр. До новых встреч!